Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Водолей. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви, в отношениях Водолеи осень, сентябрь, октябрь, ноябрь. У нас будет расклад в 3 вариантах. Первый для тех, кто уже состоит в отношениях, в браке. Что ждет вашу любовь, ваши отношения, может быть, какие-то ваши планы, мечты, особенно для тех, кто уже состоит в браке. Второй вариант для тех, кто в поиске любви. Ну, а третий мы посмотрим для тех, кто расстался или кто в ссоре. Какие шансы у вас возродить эти отношения, помириться. Ну, совет получим, стоит ли. Хорошо, мы начнем с первого варианта. Давайте посмотрим, что ждет водолеев в любви, в отношениях этой осенью для тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. Что ждет вашу любовь, реализация ваших планов, исполнение мечты. Дайте сейчас запрос во Вселенную, если у вас есть какие-то важные дела или, может быть, у вас проблемы, трудности. Мы посмотрим ответ на ваш вопрос. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас. Так, что ждет вашу любовь в ближайшее будущее? Угу. Так, информацию закрыли. Или карта говорит, как вы поступите, результат, то есть Вселенная под вас перестроится. Здесь вам нужно сделать какой-то выбор. Перемены. Здесь у кого-то предстоит, может быть, поездка, и вы не знаете, ехать или нет. Может быть, поездка на заработки, или переезд, или, может быть, вот по девятке, может быть, получение очень хорошего предложения по работе. То есть вы понимаете, что вы заработаете, но для этого нужно будет кому-то уехать, может быть, мужчине. И вот сомнения, да, уезжать, не уезжать, или здесь у кого-то выбор. Может быть, в вашей жизни появился еще кто-то, представитель огненной стихии, ну или просто зарождение какого-то романа. Но по девятке, скорее всего, есть уже какая-то собственность, ну, что-то вы достигли. И это и останавливает вас окунуться в новые отношения, боясь потерять вот эту стабильность. Тут надо что-то менять. Так, давайте мы еще посмотрим, что нам скажет Ленорман для первого варианта. Почему Вселенная пока не может ответить? Тут все будет зависеть от того, какой выбор вы примете. Слушайте свою интуицию. Вам все равно этот выбор делать придется. Перемены грядут. Тройка, да, расширение чего-то. То ли получение какого-то приглашения, которое заставит вас отправиться в дорогу, то ли здесь перемены грядут в личной жизни, в любви. Может быть, какая-то тайная связь. Так, видно вам? Да. Сейчас чуть-чуть подвину. Здесь, я говорю, может быть, что-то связано с работой. Или здесь вот гора, это башня, это может быть подача на развод. Или вот именно препятствие к счастью стоит в том, что вот обеспеченность, да, вот какая-то, может быть, недвижимость или какая-то собственность. Еще может быть гора — это какие-то юридические препоны. То есть для того, чтобы уехать, вам вот тайно, получите вы это разрешение или приглашение, или не получите. Но на дне колоды легла шестерка. Она может говорить, что документы-то вы получите, то есть вот то, что откроет вам дорогу, но вот, может быть, еще вот осенью уехать вы не сможете. Хотя желание страстное есть, ну, может быть, для тех, кто собирается, может быть, куда-то далеко за границу.
То есть, может быть, из-за этой изоляции, из-за этого карантина вы еще пока не сможете уехать. Все-таки тройка — это не движение, это когда мы стоим и ждем. Да, мы уже и чемоданы собрали, но еще нужно подождать вот эту вот дорогу. Почему вот эта карта и легла, да? Скрыто еще что-то от вас, и непонятно, решится или не решится этот вопрос. Да, солнце-то оно уже светит, то есть ясность какая-то появится осенью. Ну вот если вы реально планировали, может быть, вместе куда-то уехать, или кто-то один из вас едет, ну, то есть, может быть, мужчина едет, найдет там работу хорошую, устроится, а потом пригласит свою возлюбленную или супругу. Ну, мне кажется, это вот я все, что я увидела. Ясность какая-то появится, но вот не факт, что вы сможете еще уехать. Может быть, вот прям 1 декабря вы отправитесь в дорогу. Ну, как вариант. Вот книга на дне колоды — это тоже ведь какая-то тайна, и звезды, да, это какая-то дальняя мечта. Да, в этой колоде книга открыта. То есть как бы получите вы какую-то ясность, ну вот другой вопрос. Сообщение с какого-то общества. Так, я хочу совет посмотреть. Совет. Разрешение вам нужно будет подождать. Оформление каких-то документов. Вот может быть, как я и говорю, кому-то здесь нужно будет подать на развод. Сомнения пока, непонятно, почему карта ложится. Все будет зависеть от вашего решения. То есть нужно будет с адвокатом, с судьей, то есть пройти какие-то судебные дела, например, по разводу, если у вас кто-то появился. А также это какие-то официальные документы по башне. Вот, из административного здания. Это разрешение, визы, приглашения. То есть пока это как совет. Вам карта говорит, нужно будет заняться вот какой-то документальной работой, работой с документами, с договорами, может быть, проконсультироваться с кем-то. Ну, а еще, конечно, если принимаете какое-то решение здесь, самое главное, это решение принимайте не на эмоциях, а опирайтесь на свой разум. Вот такой у нас получился первый прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если резонирует, пишите ваши комментарии. Всего хорошего. Хорошо, у нас второй вариант. Для тех, кто в поиске любви, что вас ожидает, представители знака зодиака Водолей. Для тех, кто в поиске любви и отношений. Какие у вас перспективы появятся, может быть, на что-то вам нужно обратить внимание, чтобы обрести счастье. Ну, если покажут, то что это будет за человек. Водолей, любовь, отношения, осень. Какие у вас перспективы? Так, ну что у вас сейчас происходит? Как для тех, кто в браке, также эта карта ложится. А сомнения-то почему? У вас может человек вернуться, с кем у вас уже были отношения. И вы будете думать, стоит или не стоит опять наступать на одни и те же грабли. И в то же время здесь может быть человек, которого вы давно знаете. Это может быть ваш друг или коллега на работе, с кем вы когда-то уже общались. Здесь может быть зарождение чувства. Но я больше думаю, возвращение из прошлого. Может быть, по колеснице опять втягивание, например, в любовный треугольник. Так, что вас будет ждать в любви? Что вам карты говорят? Заканчивайте вот это вот. Тут, может быть, человек придет, опять потом пропадет, или приходит, когда соскучится, да? По колеснице, может быть, вот наездами, может быть, какой-то командировочный, живет где-то далеко. Приехал, пережил у вас там неделю и опять пропал. Ну или пропала, может быть, для мужчин. Или вы с этим человеком состояли уже в браке. Приходит проведывать ребенка, опять вот что-то там, пару ночей переспит у вас и опять возвращается, например, в новую семью.
Здесь карта говорит, или вы сами закончите, или уже подводите черту, у вас на пороге новый человек. Здесь зарождение очень стабильных отношений. Человек будет, может быть, состоятельный, или это представитель земной стихии. Телец, Дева, Козерог. И по пажу это начало новых отношений, это очень хорошая основа. Человек принесет в вашу жизнь какую-то основательность, комфорт, достаток. Это возможность построить свою империю. Совет. И десятка пентаклей. Так, давайте еще посмотрим Ленорман. Десятка пентаклей — это смена статуса, это обретение своего собственного жилья, это очень надежные, крепкие отношения, это предложение вступить в брак или, может быть, начать жить вместе. Все-таки мы смотрим пока осень. Но здесь будут очень богатые, стабильные, наполненные отношения. Здесь будет забота, достаток, финансовая независимость. Это шанс построить очень крепкую семью. А вот эти, кто бегают туда-сюда, если это у вас это есть, то здесь карта говорит, да, подводите черту, заканчивайте эти отношения. Здесь нет будущего. Может быть, еще двойка показывает, что есть у вас какие-то вот отношения, да, вот человек приходит, уходит, а у вас появляется еще один, и вы здесь будете сомневаться, колебаться. Здесь карты говорят, слушайте интуицию, подводите те черты, где вот человек тут наездами, наплывами, с ним нет или с ней нет никакого будущего. У вас вот новый человек на пороге этой осенью. Вот опять развилка. Да, здесь может быть знакомство в дороге в какой-то, или вот реально выбор. Ваши сомнения, колебания выставляют вот эту гору и препятствия для получения, для обретения счастья. То есть вот птица — это может быть развилка, и птица — это выбор между двух партнеров. Гора, препятствия. Но это можете вы сами выставлять. Вот эта гора и препятствия для того, чтобы обрести стабильность. Вот бросите якорь. Может быть, для мужчины это именно желание уже вот с новой дамой создать семью. А вот эти какие-то отношения, приходящие, уходящие, вы их закончите. Или карта говорит, заканчивайте. Потому что здесь вот у вас ложится гора и змея. Это может быть соперница, может быть, человек женат. Так вот, как птичка, да, почирикает, прилетит и опять куда-то делся или делась. А здесь у вас вот эти препятствия мешают вам наконец-то обрести надежду. Надежду на то, что вы обретете свой собственный дом. Вот такой у меня получился для вас прогноз. Я благодарю вас за просмотр, за внимание. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем хорошего. Ну, давайте посмотрим третий расклад для тех водолеев, кто поссорился, расстался. Что вас ждет в этих отношениях, в этой любви? Есть ли шанс помириться? Получим совет, нужно ли вам это делать. Ну, вообще, какие перспективы у вас в этих отношениях. Водолеи, осень, любовь, отношения для тех, кто расстался или кто в ссоре. Так, что вас ждет в любви, в отношениях? Ну, тут вас штормит не по-детски. У вас тут это колесо крутится, у вас тут то любовь, то война. Вот то война, то у нас все спокойно, гармония. Ну, тут кармические отношения. То вот опять я недовольна, опять мы ссоримся, ругаемся, обижаемся, дуемся.
То у нас мечи летают, то вот мы в полном разочаровании. Да, непростые. Ну, тут карма. Вам нужно просто понять, что от вас хотят в этих отношениях. То ли вам нужно построить идеальные отношения, примириться, притереться, или же вам нужно пройти опыт, получить какой-то урок и отпустить этого человека. Давайте получим для вас совет. Здесь полное недопонимание. Еще по пажу это несовместимость. Ну тут по всем картам. То у нас все стабильно, потом колесо закрутилось, то императрица, я хочу замуж, мы пожениться, детей родить, то мы опять воюем, здесь мечи летают, то опять у нас тишь да благодать, да, мы помирились, у нас все. Потом опять я тут что-то дуюсь, обижаюсь, похмелье, разочаровываюсь, нафиг он мне нужен или она. Паш, да, совет. Ну, научиться договариваться. И паш — это незрелость. Это незрелость в вас. Это незрелость ваших отношений. Это недоверие, это слежка друг за другом. А вам нужно вот эти отношения постараться, ну, как я уже озвучила, внести что-то новое. Тут есть страсть. Есть шанс построить очень крепкое взаимодействие. Создать свой дом, свою семью. Ну, то императрица тоже об этом говорит. Но мы вот опять пятерка, да, мы сражаемся. Кто главный, кто лидер? Я бы сказала, для женщин, если вам эти отношения дороги, а скорее всего они вам дороги, и возлагаете вы на них очень большие надежды, то значит вам нужно становиться мягче. Так, что нам еще Ленорман скажет? Потому что паш мечей — это не самая хорошая карта для создания идеальных отношений. Кому-то здесь нужно идти на уступки. Женщина у меня кверху ногами, да. Женщине нужно становиться мягче, сговорчивей. Быть женщиной, а не на равных с мужчиной воевать. Но еще уделите внимание своей внешности. У вас есть шанс помириться. Да, еще и перемены идут из сердца. Почему сердце у меня перевернутое? Да. И крысы. Я говорю, здесь все будет зависеть в этих отношениях. Если хотите помириться, если хотите и дорог вам человек, хотите создать хорошее взаимодействие, значит меняйтесь сами. Всегда в отношениях, в любви все зависит только от женщины. Тут надо быть ласковой. Ну, тут хитрости я не вижу, но во всяком случае перемены идут от вас. Как я уже и сказала. Да, помириться есть шанс. Но если вы сами не поменяетесь, то все и будет. Вот это колесо будет вас трясти не по-детски. Да тут будут такие перетряски. Они вам надо? Ну, я для вас все сказала. Благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.